Мирана. Кстати, давно не помню Мирану. Кто последний раз видел в игре Мирану? Я, если честно, не помню. Вообще не помню. Не, на Миранах играют, но, не знаю, процентов, наверное, 5 людей играют на Миране. Хотя, если в общем так взять, универсальный герой неплохо, но приросты слабые. Общие приросты очень слабые. Получается 2,9 плюс 2,5. Что это такое? 5,4. 5,4 приросты. Взять Лича, да? 5,8, 7,8, 7,9, ё-моё. Нормально? Есть разница. Ладно, давайте на Личе. Вдруг получится реализовать того самого Лича, которого мы всегда пытаемся собрать. Но опять же, по способностям я вижу, что уже нет. Уже все не то. Уже какой-то стан Лины падает, которым нужно попадать, опять же. Это задроты на линии. Может быть, там и что-то смогут сделать, да? Типа, реализовать те же самые ведра, чтобы станчик использовать. Я знаю, так делают. Но это сложно. Это сложно. Идти физика. По-моему, такое себе. Реально, идти в физа это прям абсолютный бред. Мне интересно, как работает Frost Shield. Вроде написано, уменьшение урона 60%. Добавляется на 10-м еще талант плюс 10%. Но насколько он режет тот самый дэмэдж, к примеру? Насколько сильно? Сильно интересно. Ноль похвал, 9 репортов. Замечательный ник. Рики через... Я понял. Рики отключается. Помянем. Он 100% зарандомил. Что ж, минус Рики. Да ё-моё, блин. Нормально, да? В предыдущей игре я играл на Оракле, дошел до... Какая там? 50 какая-то волна была, да? И мне не было False Promise. И тут мне падает на Личе, на третьей волне False Promise. Это нормально? Вот как объяснить эту игру? Как объяснить нормальному человеку эту игру, когда у тебя вот такое вот происходит в игре? Да он скажет, да это чушь, я не верю. Вот, пожалуйста. Я искал False Promise. Вот он. В следующей игре на Личе, на третьей волне. Там я всю игру играл не на Абадоне, не на Леоне, не на ЦМке. Извините меня. На Оракле, у которого должно быть 60% выпадения его же способностей. Но там были его способности, да, но то его первый, то его второй, то его третий. Все, ульты не было, просто не было. Вообще, просто ноль. Нету, ну нету. Ну игра сказала, ну извини, ну нету. Сегодня не твой день, помянем. Как-то так. Ну это печально. Это рили печально. Зачем же ты подошел, не знаю. Он думал, я типа такой наивный. Буду кидать стан, когда он бегает, когда он мансит. Там, по идее, попасть можно, потому что радиус прям неплохой. И написано радиус 250. Ну, допустим. Не, ну опять же, то, что выпадает False Promise в начале игры, это классно, но почему в предыдущей игре его не было? Боже, как он выиграл? Это на говне, серьезно, это было на говне. Мне кажется, там нужно было как-то обманывать, что ли. Обманывать, типа. Типа, ой, я здесь. О, Акс через Giant Strike, серьезно. Вау. Что происходит?
Синистер Гейс. Дальность применения... Дальность передвижения. Какая дальность передвижения? 50%. Кража маны в секунду 10. Кража маны. Возможность действует на всех врагов в выбранной области. Во время ее применения можно использовать другие способности. Нельзя использовать другие способности. Кто такое сказал? А как использовать другие способности? Получается, это работает как сон этого Бэйна, что ли? Блин, Кунка, ты сейчас сдохнешь. Неужели нельзя разбить тамбу? Ну тамба же дамажит по тебе. А ты по нему нет. Ой, вот это игра, вот это... Вот это настоящая игра, когда человек даже не понимает, что тамбу можно спокойно разбить, особенно в начале игры. Она разбивается буквально там 3-4 ударами. Просто гений. И все, и в итоге там дамажить нечем. Ему нужно подходить. Урона у него... Урон есть, конечно. Подожди, а что у него? А, он еще даже пошел в урон. Интересно. Но он пока ударит, полчаса пройдет. Еще один, помянем. Ну, тоже, кто берет на сайленсере Винера? Даже если ты настакаешь там 15 стаков, ну добавишь ты себе там 80-100% дэмэджа. И все. И то далеко не факт, что у тебя получится. Хотя если реализовать сайленсера через Винера, чтобы у тебя там было больше 15 стаков, то, конечно, там в голове будут разносить в пух и прах. А, дэмэджа нет, да? Я думал, дэмэдж хотя бы будет. Понял, принял, осознал. И боль. Я... Ну, ладно. Говорится, наши полномочия тут все. Что вот здесь брать, если честно, пока не понимаю. ГОСТ. Выстрелил чисто такой бам. Ну там ему дамажить нечем. А у меня даже вот, допустим, Ростшилд. Усиление от торчерки. Уменьшение регена. Ой, уменьшение урона на 70%. Имба. Там еще будет длительность у нас плюс 4 секунды. Именно на самом личе Ростшилд тема имбанутая, но только против физы, когда тебя бьют с руки. Но бывает такое, что любая магия, любое использование увеличения дэмэджа, и все, и тебя нет. Блин, кажется, я хочу в туалет. Че так рано, блин? Только начал играть. Коко Джамбо. Грандмастер. Вау.
Грандмастер 1300 рейтинга. Вкусно. У Акса вообще 930. Блин, я даже не знаю, кто выиграет. Серьезно. Вообще без понятия. Подожди, флосформанс, длительность 6,5 секунд. Ну тогда ладно. Получается, что на самом Оракле будет 8 секунд длительность. Не, ну с одной стороны, я понимаю, когда у тебя есть Unstable, когда ты можешь чем-то перезарядить False Promise, и ты можешь жить секунд 20, а с Iron-диском можно. Это, конечно, жестко. Чисто 20 секунд жизни на дуэли. Когда дуэль длится 35. Не, это жестко, жестко. Нет, дуэль длится 40, но тем не менее. Я станом промазал. Я так не играю. Аксу холодно, переоделся. 4 шапки одел. Это сколько ж там градусов в нем? Минус 20? Что-то мне подсказывает минус 50. Акс, ты умер. Понятно. Я думал, Акс хотя бы живучий. Ну, там 2 жизни, и он ровным счетом нахарасил, получается, за счет крещенда. Потихонечку КП уменьшается, уменьшается, уменьшается. В итоге ты исчезаешь. Блин, жесть. Пальчиком по голове просто бам, и все, и тебя нет. Не, ну это легкая игра, когда ты зачем-то еще полный хват берет. Чтобы точно попасть, называется. И ну вообще прикольно. Есть и нулфилд, чтобы снизить сопротивление магии. Достойно, я бы даже сказал, достойно. Против этой фигни нужно много всего. И Iron-диск, и ГОСТ, и большое количество сопротивления магии. Но сколько нужно сопротивления магии, я не знаю. Пускай там 80%, чтобы вот тебя точно не убило. Опять же, куча хп. БКБшка не спасет, увы. Она дает 50%, да, возможно, есть шансы выжить. Но он маленький. Более с Магуса можно много настакать. Если у тебя есть только палец, и ты дефаешь крипов за счет Магуса, у тебя в лейте 40-й волне будет минимум 60 стаков. Минимум к 40-й волне. Просто минимум. Он просто меня бил. Ему понравилось меня бить. Блин, мне аж интересно нажать, купить агоним и проверить, как это работает. Потому что здесь написано, во время ее применения можно использовать другие способности. Что, серьезно, что ли? Насколько я знаю, нет. Чел поставил 1, 3, 2, 2. Что там? В смысле? Игасия сон длится 24 года. Алло. Ё-моё.
Какого левела у него эта херня? Блин. А, подожди, первого левела сколько там? У меня, кстати, она вкачана, я случайно ее вкачивал. 46% на втором, на 63% на третьем. Жесть. По-моему, это люто. Там такое ощущение, как будто бесконечная эта херня. Хотя вроде 10 секунд перезарядка. Не, ну вообще да, 10 секунд перезарядка это немного. Это прям хорошо. Бля, там еще сколько там? Минус 4, получается базовая перезарядка 6 секунд. Ну, у меня как-то была игра на Phantom Lancer, я переигрывал чела через бесконечный доppelganger. Но бесконечным не получится сделать, но все же. Было бы, кстати, прикольно, если бы еще doppelganger дамажил больше. Или, например, просто вот ты появляешься на дуэли и бесконечно используешь doppelganger, что позволяет тебе увеличить дэмэдж. К примеру, он тебя убить не может, потому что он не знает, где ты. У него нет массового урона, которым он может убить тебя легко. Ты используешь doppelganger, бесконечно исчезаешь, бесконечно его путаешь, увеличиваешь свой дэмэдж, наносишь по нему урон и убиваешь. Изи. Но как это реализовать, не знаю. Сильное заявление. На Chain Frost тортура не работает. Прирост по интеллекту. Хорошо. Вот это глотнул кофе, блин. Ё-моё. Хорошо, это было хорошо. Блин, тут херово, что у него есть постоянный дэмэдж плюс вот эта херня, блин, неприятная. Фига себе там, я понял. Подожди, а чё? Это, получается, был вайн-диск есть? Ну да, у него нет железной воли. Я использовал Sinister Gaze вайн-диск, и он просто прошел мгновенно. Моментально так, опа, и все. Ну, опять же, как я говорю, что защиты не хватает. Он моментально вылетает, моментально сбивает мне айн-диск. Хотя у него, по сути, ничего нет. Он просто дамажит астрал степом. Даже если я попытался нажать False Promise, ну, просто сразу нажимаешь, чтобы выжить. У него сработает айн-диск. Он может выжить, потом нажав Borrow Time. А мне дальше выжить нечем. Это нужно сразу выбивать Borrow Time, только чем, не знаю. Но я же говорю, что нужно еще айн-диск как-то выбить. Потому что банально он выживает на Borrow Time и все. Легкая для него. Кстати, был же талант. Был же талант, по-моему, на увеличение урона. Или не было?
Да, по-моему, был талант на увеличение урона именно Чейн Фроста. Чейн Фрост. Морозный чайник. Правда, не знаю, что такое Чейн. Чейн это точно не чайник. Еще один не живет. Главное, есть ветра, и есть гост, и есть постоянный дэмэдж, а выжить не может. Чушь. По-моему, это реально чушь. Он пытался. А, я думаю, что я в этом? Фу, меня аж как-то глюкануло. Я думаю, реально, что я в этом стою? Там Сабзера. Прикольно. Боровики, товарищи. Товарищи боровики. Опа, вот и сон. Подожди. Сон не так работает вроде. Сон должен работать не так. Любой урон по Нетмара, и ты выходишь из сна. Что? Зачем тебе go в next физа? Зачем? Да уж. Вот эта херня меня просто за... Я понял тебя, однако. Там нужно было ГОСТ нажимать. Потому что у него и так Магус вылетает. Там 100% нужно было нажимать ГОСТ. Подожди, сколько там урона? 4600. Просто один удар, и я исчез. Хорошая игра. Даже да, вот человек просто банально выживает на бэдл-трансе, бьет тебя, и ты исчезаешь одним ударом. Потому что что? Пальчик. Еще и минус сопротивление магии. Я на 28-36 стаков это мало, по-моему. Мне кажется, должно быть посильнее. Я, конечно, не уверен, но... Не угадал. У него нет этого. Бам, ваншот. У него не было варда. Но он стоит, да.
Фу, не стоит, а в этом, в ранце. Но если ты понимаешь, что у него есть ультимейт, то нужно учитывать, что он может исчезнуть. Потому что... Да, это как раз Джакстопоза сейчас шарда исчезает. В невидимости ускоряет передвижение 15%. Там получается, что иллюзия появляется. Именно появляется иллюзия. Да чтоб тебя, ля. Я не могу вообще выиграть. У меня не получается выиграть. Потому что что? Потому что нечем выживать. Он банально выживает на боротайме. Все. Так, я... Ладно. Я молчу. Да, ровно как раз тот самый случай, когда переиграть шансов нет. Тот самый случай. Ой, даже не хочу смотреть в кружку. Там такая жесть. Мне кажется, если бы не его духи, я бы выживал. Потому что духи бьют даже в БКБ. А это больно. Блин, я не вижу смысла в астрал степе у него. Реально, я не вижу смысла. Гречка плюс Сабзера. Офигеть. Чтобы точно заснул, да? Ну, даже не заснул, а... А что это было? А как? В смысле? Это в смысле? Я не понял, алло. Он нажал ветра и вылетел палец? Какого хуя, блядь, вы чё? Это так не работает. Рассказываешь мне, Магус, блядь. Я все. Я кончил. Все. Я просто кончил. Я не знаю, как это работает. Серьезно. Я, конечно, понимаю все. Это все прикольно, прекрасно, но как? Он улетел в ветра,
Вот, ветра. И вылетел Магус. Он не может ударить. Он не может ударить в ветрах, чтобы вылетел палец. Это 100% баг. В сале нельзя бить с Магусом, потому что не работает. Не работает при безмолвии. В ветрах нельзя ударить. Как можно ударить в ветрах? Как ты можешь нанести тычку в ветрах? Может это было как, типа, анимация, да? Ты вылетаешь в ветра, с тебя слетает сало, в этот момент ты бьешь. Типа того, что ли? Я не понимаю. Но логически, если подумать, как может вылететь тычка, когда ты улетаешь в ветра? Ты в этот момент не можешь ударить. Это чисто воды абсурд. Реально. Кто придет к нам с мечом, пообщается со мной. Значит, откуда у него иллюзии? Доппельгангер с мультикастом смотрится как ощущение, как будто, блин, миллиард дэмэджа, ё-моё. Как мне все это неудобно прожимать. Он банально даже кайтит доппельгангером. Это какой-то, блядь, я не знаю. Серьезно, это прям трэш какой-то. Эх, как-то бы выживать. Блин, что один иллюзионист, что другой иллюзионист, ужас. После дуэли нельзя запускать. Здорово, настроение? Да ничего, нормально. Когда время Бывает и хуже. остается, закончилось, то время нельзя в доппельгангер уйти. Нельзя в доппельгангер уйти? Обидно. Палочное время после дуэли пройдет, я не могу уйти, блядь, в этот ебаный доппельгангер.
Монетки. Все, я богатый. Еще и таланты. На криты. Ну, там, правда, крит 100... 250. Нет, 100. 200% крит, офигеть. Ёлки-палки, 200% крит. Что происходит? Это же просто жесть какая-то. Я не могу переиграть. Я не ношу по нему дэмэджа. Он не дамажится. Он тупо подлетает и убивает. Все. Чем по нему дамажить? Обратка не дамажится. Даже айн-диск банально выбить не могу. Как же мне не везет на личе, это просто какой-то абсурд. Самый настоящий абсурд. Мне реально не везет на личе, абсолютно. У меня одна игра была, когда я выиграл, когда я искал мультикаст, и в итоге не нашел его. Да, я выиграл, но я хотел пойти на рекорд. Просто на рекорд, вот туда, вверх, просто как некоторые там 800, 900 волн. Просто хотел пойти на рекорд. В итоге что, нет. Просто не дают того, что ты хочешь. Банально не дают того, что ты хочешь. Все. Боже, а мне даже этот не может выбить. Айн-диск. Подожди, подожди. Что-то мы попали против какого-то, блин, я не знаю, везучего чела. Серьезно. Чему ему так везет? Хотя у него сейва нет. Кажется, если был бы сейф, было бы чуть-чуть больше шансов. Мне вот реально найти еще одну защиту, хотя бы одну. Тогда чуть-чуть больше шансов будет. Банально найти одну защиту. Тут тоже магия, блин. Гребаная. Чтоб вас всех.
Да, ё-моё, блин, нифига не нажимается. Ух, хотя бы чел неправильно кнопки нажимает. Ну тоже, он ничего не делает, по сути, я исчезаю. У меня еще... Из-за того, что, возможно, лаги, вот я вот сейчас заметил. Либо из-за того, что я начинаю волноваться, когда я начинаю пытаться что-то сделать, и мне не получается. Я начинаю волноваться, так у многих людей происходит. Ты начинаешь кнопки нажимать неправильно. Дай мне мультикаст. Но опять же, нет защиты. Эта херня не нужна мне. Она пускай замедляет, но эта херня не нужна мне. Не понял. Ай. Теперь понял. Он не дамажится. Он просто отхиливается за счет вехи. Куда мы попали? Что это за огр? Неумираемый. Правда, он 3 раза сдох. Его можно убить, конечно, но проблематично. Хотя у него бесполезная пассивка, у него бесполезный стан. Он явно на этом далеко не пройдет. Его каким-то чудом нужно еще перетерпеть. А мне до сих пор не падает мультикаст, чтоб тебя, блин. До сих пор. Нечестно. Ну, ладно. Да. Че он такой жесткий, блин, ё-моё. Это псих, блин. Чайнички летают. Это все бесполезно. Мы в поисках мультикаста, я так понимаю, да? Хотя вот тоже, да, вот торчерка, что она мне дает? По факту ничего особенного. Да. Мультикаста сегодня не будет. Либо как всегда на рандоме, да? Что-то выпадает интересное, ты сидишь и думаешь... Блин, а почему не просто так? Почему именно на рандоме? Мне, конечно, можно сказать спасибо, типа, если даже на рандоме, но, блин. Блин, реально, как мне все это прожимать? Ужас. Получается, что мне нужно убирать тогда вот это, потому что у меня есть хотя бы какая-то защита, я не знаю. Мне все это прожимать неудобно. Ужас, как неудобно. Это. Видите, кстати, значит, что он блокает урон. Защиту. Тебя не слышно. И в итоге просто бах. У него есть чем кайтить. Миллион всего. И в итоге он просто проиграл. Я не знаю, как это происходит, серьезно.
Здесь наши полномочия все. Говорю, твой щиток, ну, он локает урон уже. Блин, я не понимаю, какого фига, блин, не нажимаются кнопки, ё-моё. Почему он так башит, блин? Это из-за вот этого стана, что ли? Вообще кнопки не нажимаются, серьезно. Эта сборка называется пианист. Тут реально нужно нажимать кнопки как бешеный. Он реально, он подходит ко мне. И я просто, такое ощущение, как будто он меня просто бесконечно башит. Хотя у него стана нет, у него только баш. И вот стан с мультикастом. Скорость атаки не максимальная. Все равно неприятно. Нет, щиток не блокает. Ничего не блокает. Этот щит не блокает урон. Я все еще в поисках мультикаста. Нормально, баш на рандоме падает. Изичная. Нет! Ух! Жив цел орел, ё-моё. Сука, не ходом. Я, получается, опять всю игру буду искать мультикаст, которого нет. Серьезно, я теперь всю игру буду искать мультикаст, которого нет, да? Почему нет мультикаста, я не понимаю.
Объясните мне, товарищу, который не понимает эту игру. Просто нет мультикаста. Не, ну вот сейчас чайник должен сильнее бить. Да где ваш мультикаст? Я не понимаю. Алло. Все, чайник сбился, понятно. Я не понимаю, где. Да. Это очередная игра говорит о том, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Может, я уже, я не знаю, что я не так делаю, но... Я потом серьезно, если не найду мультикаст, я посмотрю, сколько я прокрутил книжек в итоге за всю игру, чтобы найти мультикаст. Тут уже реально больше шанс, что он выпадет на рандоме. Нельзя, чтобы они разбивали мои эти... спары. Как он называется? Спайр. Вообще нельзя. Да, это все, это конец. Это не та игра, где говорит, что вот я нашел мультикаст, спасибо за игру, да. Это не та игра. Это очередная игра доказывает, что если тебе повезло, ты пошел на рекорд. Если тебе не повезло, ну, сори, бро.
Ё-моё, сколько способностей. Это неинтересно.